нашу экскурсию, да, у Венской оперы. Вот вы уже тоже вовремя приехали, посмотрели это здание с Венской оперой. Да, печальная история. Дело в том, что Венская опера это будет первое общественное здание, которое будет построено на месте крепостной стены. То есть очень долгое время Вена у нас была окружена мощной крепостной стеной. Крепостная стена, которая выдерживала осаду со стороны многих внешних врагов. И со стороны шведов, и со стороны венгров, и со стороны османов. И даже не одну, а две. Но против армии Наполеона Бонапарта эта крепостная стена уже устоять не могла. Благодаря современной артиллерии Наполеон легко пробивает брешь в крепостной стене и берет город. Дальше стена носит исключительно такой характер променада, такой особенностью, украшения города. Но Вена, столица огромной империи, просто задыхается в пределах этой крепостной стены. Поэтому в середине 19 века происходит торжественное событие. Крепостную стену сносят, на ее месте появляется вот этот красивый бульвар, и на ее месте строятся великолепные естественные здания. Так вот, когда у нас сносится крепостная стена, то это по приказу вот этого самого Франца Йозефа. Он был тогда еще очень молодой, амбициозный, такой, знаете, мыслил глобально. И конкурс на постройку Венской оперы у нас выиграли два признанных и маститых архитектора. Это Эдуард ван дер Ноль и Зикинсбург. Однако же во время строительства Венской оперы императору не понравилось то, что он видит. Он негативно отозвался. Критику тут же подхватили газеты, журналы. На архитекторов просто началась травля. Ее не выдержал Эдуард ван дер Ноль и покончил жизнь самоубийством. А еще 2 месяца спустя от сердечного инфаркта умер второй архитектор Зикинсбург. Таким образом, торжественное открытие Венской оперы – это Моцарт, Дон Жуан в мае 1869 года состоялось без 2 главных создателей. По удивительному стечению обстоятельств умер еще и главный художник Добрашевский. Поэтому награждать было некого. Император Франц Йозеф даже издал отдельный указ, запрещающий негативно отзываться о Венской опере. Когда его спрашивали потом по поводу других построек на ринге, как вам, Ваше Величество? Он всегда неизменно отвечал: всем спасибо, всем доволен, что больше никого не обидеть и не довести до самоубийства. А мы с вами впереди. Это Альбертина, да? Да. Альбертина – это самая богатая в мире коллекция графических работ. Это больше 300 000 работ только графических, начиная от Дюрера и заканчивая современными работами Шилля, Кокошка, Климта. Здесь же находится 18 парадных апартаментов и проводятся действительно очень хорошие выставки. Да? Вот, так что это сейчас идет выставка семьи Лихтенштейн, коллекция князей Лихтенштейн, вот, и выставка там Батлинера, Мане де Пикассо называется. А для нас важно то, что если мы посмотрим на это здание Альбертины, перед памятник одному из владельцев этой Альбертины, главнокомандующему Вены, и мы видим с вами внизу вот эту вот часть, это остатки крепостной стены. Видим? И вот если мы мысленно эту крепостную стену продлим дальше, то вот мы увидим, что мы попадаем на здание оперы. Да, что мы понимаем, что опера строится на месте крепостной стены. Когда крепостную стену сносят, то вот этот кусок вот так красиво оформляют, и вот вон фонтан, Дунай, который обнимает Вену. Не знаю, какие у вас планы после экскурсии, насколько у вас там ресторан заказан. Вот, то есть, в принципе, вы можете еще выпарковать машину и доехать до основного русла Дуная, посмотреть вот этот настоящий, мощный, красивый голубой Дунай. Потому что центр у нас стоит на Дунайском канале. С вами не очень голубой, я так понимаю, очень мутный и полноводный, за счет того, что очень много дождей было. Были, но вот если доехать до старого Дуная, вот
состарится, то он по-прежнему будет. Вы не поверите, но красивый, голубой, с лебедями, с площадками, где люди купаются. То есть все действительно очень-очень здорово. Да? Так что, если захотите, как говорится, еще успеете это проехать. Вот, так что это он Дунай, который обнимает Вену. Очень обнимал, наводнение количество. Мы переходим с вами дорогу. Карин, для вас интересно то, что вот здание Захера, да, и вот то на углу, так там Вивальди умер. Вот этот угол, где там Захер, памятная табличка, там висит памятная табличка перед вот этими, да, как бы жалюзи между ними. А вот просто Вивальди, итальянский композитор. Но дело в том, что Он жил и умер в Вене. Не, ну понятное дело, что он приезжает, все-таки он итальянец. Вот уж Вивальди назвать австрийцем, ну уж совсем. То есть если бы других можно. Ну, откровенки огромные. Так, здесь тенью совсем напрям. Давайте тогда вот туда встанем, да? Хорошо? Да. Нет, если вам не... Вы не боитесь на солнышко, то не нужно, как говорится. Может вдоль трава здесь гуляться, я туда мы когда ездили, да, там прямо очень классная панорама. Мы с вами вышли на площадь, где находится памятник против войны и фашизма. Здесь важно то, что, посмотрите, видите, с правой стороны старинный желтый дом, ну явно 19 века, да? С левой стороны старинный желтый дом, да? А между ними вот такая вот современная ставка. Видим? Да? Вот именно здесь летел граф Боб. Вену бомбардировали американцы. И вот на месте вот этой площади у нас стояло вот такое же вот здание, вот так углом расходившееся. Это был Филиппов. И вот представьте себе, внизу было бомбоубежище, больше 300 человек искали защиту, прямое попадание, и они нашли смерть. Поэтому решили на этой площади больше ничего не отстраивать, использовать ее как памятную. И вот в 1988 году австрийский скульптор Хердличка поставил здесь памятник против войны и фашизма. То, что мы с вами видим. Так вот, мы о том, что когда было торжественное открытие этого памятника, снимают, как всегда, парусину, люди видят то же самое, что видите вы, то, как говорится, не стесняясь в глазах Хердличка говорят, некрасиво. Художника обидеть может каждый. В отличие от создателя Венской оперы, Он не стрелял. он ничего, он ему и ответил. Ну, война – дело красивое, и памятник войне тоже не должен быть красивым. Да. Посмотрите, пожалуйста, с правой стороны, какой красивый у нас дворец. Это дворец семьи Лобковица. Вот, то есть это вот один из первых дворцов в стиле барокко в Вене, конец 17 века. Семья проправила этим дворцом аж до 1945 года. Соответственно, вот Венский филармонический оркестр, первое общество, оно собиралось именно в этом дворце. И поэтому на сегодняшний день здесь находится музей театра. Мы с вами вышли на площадь, которая называется Йозефплац. Йозеф II это был австрийский император-реформатор. Проправит он в Австрии всего лишь 10 лет, с 1780 по 1790 год, будет заниматься всеми государственными делами, издаст больше сотни реформационных актов. О нем так и говорили. Это человек, который думает на 2 шага вперед. Причем только
о втором шаге, о первом забываем. После его смерти большинство его реформационных актов приходится отменить. Они были слишком передовыми. Национальная библиотека построена еще в начале XVIII века при дедушке Йозефа II, при Карле VI. А вот дочка Карла VI, мама Йозефа II, приказывает в едином стиле оформить вот эту часть. И поэтому я вас сейчас удивлю. Вот то, откуда сейчас вышли туристы, и то, куда сейчас зайдем мы с вами, это церковь. Более того, это старинная готическая церковь 14 века. И обратите внимание, обычно вы в церковь заходите либо несколько ступенек насколько сегодня успели, не знаю, церковь еще посетить, а мы с вами спускаемся вниз. Это тот самый культурный слой. И вот теперь мы с вами зашли в придворную церковь Габсбургов. А так как это придворная церковь, то именно здесь, именно в этой церкви проходили все главные бракосочетания Габсбургов. Вот именно здесь когда-то Мария Терезия ходила замуж за Франца Штефана Лотарингского. Вот эта юная, наивная Сиси, ну что ей было 16 лет, которая красавица-то, выходила замуж за Франца Йозефа. И многие-многие другие. Поэтому представьте себе, что вот эти все скамьи заполнены приглашенными, что горят тысячи свечей, чтобы вместить всех желающих. Еще строятся отдельные деревянные балконы, и там тоже плотно-плотно люди стоят, чтобы увидеть, что телевидения нет, и это единственный шанс увидеть такое мероприятие. Смотрите, вот такой необычный святой, потому что у нас святой с вами одет в военный мундир. С правой стороны корона Австрийской империи, выше противотанковые ежи, на шее у него орден Золотого Руна, а с левой стороны ангел мира. Святой. И это последний австрийский император Карл. То есть так же, как в России Николая II, также в Австрии Карла его причислили к лику святых. Им разрешили собрать все их, так сказать, личное имущество за 640 лет правления и вывести его в Швейцарию. Так что, как вы понимаете, Габсбурги не бедствуют до сих пор. Они там живут по себе? Они сейчас живут по всему миру. То есть, когда особенно произошло падение железного занавеса, многие вернулись в Венгрию. Когда началась приватизация там телевидения, газет, то они как бы в этом тоже во всем активно участвовали. Они стали депутатами там Европарламента, депутатами австрийского парламента и так далее. То есть они живут в разных теперь странах мира. Да? Мы с вами видим великолепный памятник кинотафор, который построен по случаю смерти любимой дочери Марии Терезии, это Мария Кристина. У Марии Терезии, как вы помните, или не знаете еще, в Шумброне просто 16 детей. 11 дочерей и 5 сыновей. Всех своих детей она по политическим соображениям выдавала замуж и женила. Так как дочерей у нее было больше, то они вначале говорили, что она теща всей Европы. Когда ее дети родили, то станет бабушка всей Европы. Так вот, у Марии Терезии была одна единственная дочь, которой разрешили выйти замуж по любви. И это Мария Кристина. Мария Кристина выходит замуж за Альберта Саксон-Тешского, саксонского Тешецкого. Брак счастливый, гармоничный, проживут они вместе 33 года. И когда Мария Кристина умерла, то Альберт у лучшего скульптора классики, у Антонио Канова, заказывает вот этот великолепный памятник кинотафор. Какой кинотафор? Кинотафор – это значит, что захоронения здесь нет. То есть это как бы захоронение, но оно пустое. Похоронена она? Как и все, в склепе капуцинов. Там, где все Габсбурги. Так что мы здесь видим людей разного возраста, разного сословия, которые идут как бы в никуда, в вечность. Спящего льва. Мария Кристина царских кровей, лев уснул, она умерла. Скорбящего по этому поводу ангела, наверху ее медальона, а ниже надпись по латыни: «Лучшей жене» от Альберта.
О, как прожили. Вот так вот. Да, Не каждому это удастся. да, да. Главное, что после смерти Марии Кристины Альберт никогда не женился, у него не было никогда новой дамы, он еще был не пожилой человек. Он занялся коллекционированием именно рисунков, классифицировал их по году создания, по жанрам и так далее. И заложил то, что мы знаем с вами как Альбертина. Альбертина. Тина Кристина. Названная в честь них. Написано по-русски. Второй квартал проверен. И она нам напоминает о том, что именно советские войска освобождали Вену от фашистов вот в апреле 1945 года.